Друзья, всем привет! Я приветствую вас на канале Радости и приятности своими руками. Сейчас у нас на дворе март, и самое время шить мартовских кошечек. Я сегодня хочу шить вот такую кошечку по такому эскизу. Шить я ее хочу в подарок одной девочке, подружке моей дочки. Она очень любит кошечек, и поэтому я решила ей сшить вот такую замечательную кошечку. Сделать ей вот такой сюрприз. Для начала нужно сделать выкройку. Выкройку я буду делать из обычного альбомного листа. Беру лист и определяю, с какого размера я хочу, чтобы моя кошечка получилась. Ну, я думаю, что очень большую я делать не буду. Думаю, вот от головы до низа лапок, я думаю, как раз-таки вот чтобы она была сантиметров, ну, 25, допустим, 25. Я думаю, что это будет оптимальный размер. И чтобы игрушечка легко помещалась в руке, ее можно было брать с собой. И в то же время она не была слишком маленькая. Для начала я сделаю выкройку тела. Для того, чтобы выкройка тела получилась симметричной, нужно лист сложить пополам. И теперь карандашом буду наносить как бы контур тела. Это будет шейка такая небольшая. И где-нибудь сантиметров 2-2,5 я начинаю расширять к низу. И вот здесь уже можно будет таким образом закруглить. То есть получается что-то такое некое подобие вазы, да? Форма такая, немножко как бы форма бутылки с горлышком. Ну, это потому что, чтобы здесь шейка была, да, чтобы был переход от головы к туловищу. Ну, я думаю, что вот так будет самое оптимально. Я думаю, что сейчас я вырежу это сразу с припусками на швы, для того, чтобы потом уже эти припуски не откладывать. Вот так где-нибудь запасиком сантиметр. Ну, сантиметр полтора, думаю, максимум, то будет достаточно. Вот так вот. Вот получается такое некое подобие вазы. Шею даже, думаю, можно сделать чуть вот здесь вот поуже. Так вот. Вот. Значит, это у нас будет тело. Теперь нужно вырезать нам мордочку. Чтобы мордочка тоже получилась симметричной, мы тоже также складываем кусочек листа пополам. Я хочу, чтобы сначала я сделала мордочку круглую такую. Вот видите, нарисовала. Но потом я решила, что я все-таки хочу ее сделать такую более квадратную. Мне кажется, так она будет более такая смешная, да, мордастенькая. И поэтому здесь я подрисовала как бы больше как похоже на квадрат. Также, значит, мы намечаем здесь линию, скажем так, вверх головы. Нам нужно сделать ушки, нарисовать. Ушки я хочу тоже сделать побольше такие, чтобы она была такая ушастенькая, не с маленькими ушками. И теперь как бы ушки, они плавно переходят в саму мордочку. И вот здесь внизу делаем таким более квадратом. Даже вот можно немножко вот здесь вот кругленькое так вот сделать, а здесь такой переход внизу квадрат. Вот, я думаю, как-то так. Я сейчас также вырежу с припусками, для того, чтобы мне потом, когда я выверну, подкорректировать что-то там. Или оставить так, или чуть-чуть вырезать лишнее.
Ну вот такая мордочка получается. В принципе, мне кажется, нормально. Похоже с тем, что я нарисовала. Здесь немножко ушки немножко подкорректирую. Так. Примеряем. Вот у нас будет как бы линия шеи видно, да, и потом переходящее в тело. И теперь нам осталось сделать лапки, хвост. Ну, лапки и хвост, собственно говоря. Чтобы все было пропорционально относительно тела, я так приблизительно замерю, сколько по длине должны быть лапки. Лапки где-то будут крепиться вот в этом месте. И, соответственно, где-нибудь, я думаю, ну вот, сантиметров 10 максимум, больше не надо. Также отмеряю себе 10 этих сантиметров, чтобы уже ориентироваться на этот размер. И уже начинаю эту лапку прорисовывать. Вверху лапка будет более такая худенькая. Внизу она будет немножко так, нужно нарисовать не прямой такой, а немножко закругляющуюся к низу. Ну вот так примерно. И к низу она будет как бы такая утолщаться. Вот так вот. Ну вот так, я думаю, будет хорошо. Можно даже мысленно ее сюда подставить. Я думаю, что будет отлично. Здесь я немножко добавлю длины. Ну вот так. Теперь нужно также нарисовать задние лапы, то есть нижние. Также беру вот остаток нашего листа и рисую со своего эскиза. То есть вверху практически идет прямая линия, вот она, а к низу лапа начинает закругляться и ну вот так. То есть я хочу добиться того, что когда мы лапки пришьем, они будут как бы немножко так вовнутрь. Ну, как такая косолапенькая кошечка, скажем так. Чтобы она была более такая смешная и такая необычная. Ну вот. Я думаю, что вот так вот надо. Тоже обратите внимание, что вверху лапка более худенькая. Ну, даже вот это лишнее можно вот так вот. Вверху лапка более худенькая, а внизу она, соответственно, утолщается. Так, это готово. И нам осталось, что правильно, нам осталось сделать хвост. Нарисовать хвост. Ну, хвост, я думаю, на самом деле, даже вот еще не знаю, какой сделать, или прямой хвост, или крючком. Но я думаю, да, что, наверное, сделаю немножко тоже крючком. Вот такой вот какой-то.
Тоже слишком толстый, объемный делать не буду. Я думаю, что вот этого размера будет достаточно. Ну вот так, если он будет примерно на этом уровне крепиться, то вот, где-то вот здесь, да, в этом месте, то, соответственно, нормально. Самый оптимальный размер. Все, теперь наша задача эти выкройки вырезать. И можно уже будет приступать к работе с тканью. Наносить уже выкройки непосредственно на ткань. И сшивать все детали нашей кошечки. Сейчас я хочу рассказать, какие материалы понадобятся. Я решила свою кошечку делать яркой, такой красивой и рыженькой. Я обожаю рыжих котов, поэтому рыжих котов я еще не шила. И сейчас я хочу сшить вот как раз вот этой красивой у меня льняная рыжая ткань. Это ткань для платья кошечки. Также понадобится тесемочка, нитки мулине. Еще не знаю, какие я буду использовать, уже потом в процессе, да, определюсь, какого цвета мне больше подойдет. И, возможно, понадобится вот такая вот, я даже не знаю, как это, шнур такой, да, вощеный, для создания усов. Ну, тоже еще не знаю, как его все-таки правильно применить будет. Буду смотреть уже в самом непосредственно процессе. Все, теперь мы сейчас приступаем к работе. Как я уже говорила в своих предыдущих мастер-классах, я все такие ткани, для того, чтобы они были более плотные, более держащие форму, я проклеиваю флизелином. И, собственно говоря, сейчас я этим займусь. Ну вот, друзья, я укрепила свою ткань флизелином. Флизелин я беру для этих целей очень-очень тоненький, такой, он практически невесомый. Жесткий и плотный в этом деле не нужен, потому что нам не нужно особой жесткости, нам нужно просто ткань укрепить, чтобы она была более такая плотненькая. И особенно, если ткань сыпучая, как у меня в данном случае, льняная ткань, она предотвратит распускание припусков, когда мы будем набивать, и не произойдет никаких неприятностей в виде каких-то разорванных швов. Не придется ничего переделывать. Все, ткань готова. Теперь я уже начинаю работать над тем, чтобы нанести непосредственно на ткань выкройку. Сейчас лишнее я оставлю. Примерно сейчас посмотрю, сколько ткани мне понадобится, чтобы лишнее не тратить. Так, ну вот здесь у нас будет тело, здесь голова. 2 лапки нужно вырезать, 1 хвостик и 2 этих лапки. Ну, я думаю, да, что вот так вот будет самое оптимальное и рациональное использование ткани. Все, теперь наносим выкройку на ткань, предварительно скрепив выкройку и ткань портновскими булавками. И потом уже можно приступить к обводке. Не забываем, что хвост у нас один. Хвост нам понадобится 1, а лапок нам нужно 2. Поэтому нужно так их оптимально разместить, чтобы у нас на все хватило ткани. Ну, маленькие лапки здесь будут, нижние. Ой, вернее, верхние лапки я здесь размещу, а верхние здесь. Даже немножко вот так вот подвину. Ну все, теперь можно приступать к тому, чтобы это перевести на ткань. Я это делаю ручкой. Ручка дает хорошую, толстую, яркую линию. И потом при стачивании на машинке эту линию хорошо видно.
Ну вот, голова. Голова вместе с ушками. Я не стала ушки делать отдельно. Я решила их сделать единой деталью. Ну вот таким образом наносим все остальное. Ну вот, друзья, посмотрите, что получается. Получается у нас тело, голова, две лапки нижние, хвостик и две верхние лапки. Обратите внимание, что обязательно мы вот в этих местах не зашиваем. С внешней стороны лапок где-то примерно по сантиметра 2 мы оставляем незашитое место. Также мы оставляем незашитое место внизу тела, для того, чтобы нам потом сюда лапки вшить. Естественно, мы не зашиваем линию шеи сюда. Хотя нет, мы зашиваем линию шеи, мы будем набивать снизу вверх. А на голове, на детали головы, мы не будем зашивать вот как раз таки линию шеи. Но я примерно так нанесла, не замеряла. Хотя можем сейчас сразу замерить, сколько здесь у нас получится шея. 4. Ну, соответственно, здесь где-то 4 сантиметра посередине нужно оставить не зашитым. То есть, я думаю, вот где-то вот так. Для того, чтобы потом голову, да, и чуть побольше оставлю. Потом, если что, я уже в процессе зашью лишнее. Для того, чтобы сюда потом как бы вставить тело, да, в голову и уже вместе детали сшить голову вместе с телом. Также оставляем на лапках незашитое место. Но хотя, в принципе, если у нас лапки вшиваются в тело, можно оставить, например, вот здесь верхушку незашитым, даже можно вот так вот сделать. Это прямое место. И, соответственно, верх мы оставляем незашитым. Через это место мы будем набивать сами лапы. А хвостик мы зашиваем все и оставляем с этой стороны тоже также 2 сантиметра незашитого участка. Для того, чтобы также набить и потом уже сшить. Все, теперь приступаем к сшиванию. Поехали! Ну вот, я прошила уже все на машинке. Теперь детали готовы к тому, чтобы их вырезать. Оставляем припуски на швы сразу минимальные, где-то порядка 0,5 миллиметров. А в местах зашивания я всегда оставляю побольше. Для того, чтобы потом было удобнее зашить. Кстати, когда ткань укреплена флизелином, можно не бояться как раз-таки оставлять припуски поменьше. Ткань не поползет, потому что она укреплена, и швы у вас не разъедутся. Ну вот, таким образом вырезаем все детали. Здесь внизу я тоже оставляю побольше для удобства. Потом сшивания где-то порядка сантиметра припуск. А дальше опять вставляю где-то порядка 0,5 миллиметров. Слишком большие припуски оставлять не надо, потому что и будут очень заметны и будет уже не так аккуратно и красиво игрушка выглядеть. Ну вот таким образом вырезаем все остальное. Сейчас я буду приступать к этапу выворачивания деталей. Ну, начиная с самого легкого, это деталь тела, она крупная, большая, и выворачивать ее не составляет никакого труда. Как всегда, я пользуюсь палочкой для суши. Все хорошенечко по швам так вот разглаживаем.
Сейчас я хочу еще более подробно вам показать, как выворачивать узкие трудные детали. Вот на примере хвоста. Сейчас я достану все назад. Берем, раздвигаем ткань, вставляем сюда палочку. И вот таким образом, пропихивая палочку вперед, как бы натягиваем деталь на палочку. Вот, видите? И палочку выводим в это отверстие. Теперь тянем за то, что у нас здесь выглядывает, и вытаскиваем наружу. Вот так легко все можно вывернуть. И здесь осталось совсем чуть-чуть, тоже можно с помощью палочки себе помочь и таким образом вывернуть. Я прогладила детали. Вот получается 2 лапки, хвостик, 2 лапки верхняя, голова и тело. Ну, начну, наверное, с самого легкого. Это с тела. Набивать советую поплотнее и небольшими партиями добавлять синтепух, чтобы не было каких-то неровностей, комков, а синтепух распределялся ровно, аккуратно, и от этого будет зависеть внешний вид уже готовой игрушки. Тело я набила, получилось он такой достаточно плотная набивка, но я всегда так стараюсь набивать игрушки. Теперь приступаю к набивке головы. И здесь нужно обратить внимание, что по моей задумке ушки, они будут как бы такие полумягкие. Я хочу их потом отделить от остальной головы, проложить такую строчку вот, где-то в этом месте. То есть как бы обозначить ушки. Поэтому ушки не надо набивать очень плотно, буквально немножко чуть-чуть, чтобы они приобрели форму. Но в то же время были такие неплотные, а как бы такие мягенькие, как, собственно говоря, у кошечки ушки. Ну вот так, я думаю, будет достаточно. И поступлю также со вторым. Все, а всю остальную часть головы мы набиваем тоже очень плотно. Стараюсь не торопиться и такими равномерными маленькими партиями добавлять синтепух для того, чтобы все было ровненько, аккуратно и красиво. Я подумала, что когда ушки уже немножко набиты, чтобы они, этот синтепон не выскальзывал опять вниз, чтобы отделить уши от оставшейся части мордочки, я вот здесь вот так вот закреплю это булавочками, для того, чтобы ушки у меня такие остались мягкие, а вот это все было очень плотно набито. Я сейчас с помощью портновских булавок закреплю деталь головы здесь на шее, для того, чтобы никуда ничего не съехало и было все ровно. В момент, пока я буду это все прошивать. Ну вот таким образом закрепляем. И теперь в одну нитку таким незаметно подхватывающим швом мы начинаем скреплять
голову вместе с телом. Вот таким образом я прокладываю строчку дальше до этого места. И потом продолжу набивать дальше голову. Ну вот, я пришила заднюю часть. Можно посмотреть, какой аккуратненький шов получается. И теперь я буду подбивать сюда синтепох. И в заднюю часть в том числе для того, чтобы голова была более объемнее и такая более, скажем так, тугая. Сейчас я подбиваю в заднюю часть головы вот сюда. Равномерно распределяю. Ой, кошка убежала. Ну, наверное, еще чуть-чуть все-таки добавлю в эти места. Что ж такое-то? Уже бежать хочет. Лапок нет, а уже бежать хочет. Так. Ну вот, получается вот так вот более ровненько и достаточно плотно. И теперь, соответственно, я буду подбивать вот здесь спереди. Вот эти тоже места. Как я говорила, я хотела, чтобы кошечка была такая, с более такой квадратной мордочкой, мордастенькой. Поэтому я, может быть, впереди даже подобью чуть больше. Ну вот, друзья, я пришила голову к телу. Вот так, таким аккуратненьким потайным швом. Она теперь сидит достаточно плотно. И, ну, вот даже можно подергать, и видно, что ничего не оторвется. Ну, раз я уже взяла иголку с ниткой, я хочу, наверное, сразу тогда обозначить здесь линию ушек. Как я уже говорила, что я хотела их отделить таким строчкой такой от головы. Берем двойную нитку, просто которую мы все сшивали, и прокладываем вот такую строчку. Тем самым обозначая, что у нас ушки как бы отдельно от головы. Вот так. И думаю, что еще один стежок мне будет достаточно. Вот таким образом я обозначила ушки. И теперь можно сделать то же самое с другим. Ну вот, все детали я набила уже, сшила, зашила вот эти отверстия, через которые набивала. И теперь все готово к тому, чтобы кошечку окончательно собрать. Осталось пришить ей ноги, лапы. Так, смотрю, где у меня перед. Это вот здесь. Соответственно, как я уже говорила, хочу, чтобы моя лапка, моя кошечка была такая немножко криволапенькая, такая смешная. Поэтому лапки вот
будут вот так вот, немножко крест-накрест. Сейчас задача равномерно на одном уровне их расположить относительно туловища. Берем одну лапу и вот к тому месту, где начинается шов, таким образом ее здесь нужно закрепить. Закрепляю я булавочкой. Вот так вот. И то же самое делаю я со второй лапой. Тоже беру лапу. Также ее подставляю к этому месту. И также закрепляю булавочкой. Ну вот так вот лапки получается. Ну, когда мы сошьем, они не будут так сильно друг к дружке близко. Это сейчас, потому что здесь булавки. И теперь задача все вместе это сшить, прихватывая заднюю часть тела, саму лапу и переднюю часть тела. Берем иголку с ниткой и начинаем сшивать. Здесь я поправлю немножко. Ну вот, лапки вшиты. Теперь надо посмотреть, ровно ли они, на одном ли они уровне. Ну, в принципе, да, все ровно. Такая вот смешная косолапая кошечка получается. Все, теперь надо это все еще раз прошить, уже более такими мелкими стежками, более основательным швом, что сейчас я, собственно говоря, и сделаю, для того, чтобы все здесь хорошо зафиксировалось. Сейчас я хочу заняться тем, что начну оформлять мордочку кошечки. Для этого мне потребуется мой эскиз, то, что я здесь набросала. И для начала я думаю вышить носик с ротиком, подумать над усами, а потом уже буду в последнюю очередь делать глаза. Есть у меня несколько задумок по поводу оформления глаз, но сейчас я еще не очень уверена, как они будут смотреться, поэтому хочу сначала начать с этой нижней части. Сейчас нужно мысленно нарисовать треугольник вот в этой области. Это обозначить нос кошечки. И на каком уровне у нас примерно будет ротик. Я думаю, что это где-то здесь. Если вам так трудно мысленно как бы представлять, то можно, конечно, нарисовать это непосредственно карандашом и уже потом по линии прокладывать ровную строчку. Но я это делаю так, потому что некоторый опыт у меня присутствует, и мне не надо дополнительно здесь что-то прорисовывать. Носик у нас должен быть в виде такого треугольничка. Первый слой я делаю такой, скажем так, не плотный, для того, чтобы тоже обозначить просто как бы форму носа, а уже потом вторым слоем я уже буду
придавать такой плотности стежкам и делать нос более таким выпуклым. Ну вот такой аккуратненький треугольничек получается. Это у нас носик. Нитку я закрепляю подобным образом, пропускаю сюда вниз и вытягиваю наверх. И также можно повторять 1000 раз, но у меня нитка кончилась, поэтому я просто натягиваю и отрезаю. Удачно отрезала. Вот такой носик у нас маленький, аккуратненький получается. Теперь, когда ротик вышит, надо нитку, вернее иголку с ниткой, также сюда завести под нос. Теперь я буду делать глазки. Глазки я придумала оформить следующим образом. Сейчас я с вами этим вариантом поделюсь. У меня есть вот такой вот серый фетр, из которого я вырезала вот такие кругляшки. И из них сейчас я буду делать глазки своей кошечки. Хочу, чтобы моя кошечка была такая зеленоглазая. Берем кружок и начинаем вышивать зеленый зрачок. Так, посерединке прокладываем строчку. И придаем такую форму немножко такого ромбика. Также с этой стороны. Ну вот, что-то типа этого получается. И у нас получается такой зеленый зрачок. Здесь нитку я просто зафиксирую на узелок. И таким же образом буду оформлять второй глаз. Ну вот такие глазки у меня получаются. И сейчас я их приклею на клей-пистолет. Сейчас я займусь тем, что буду создавать платье для своей кошечки. У меня вот такая замечательная хлопковая ткань в горошек. И из нее я буду делать платьишко. Нужно будет взять вот этот вот прямоугольник, сшить вот этот шов задний. Ну вообще-то не буду отрезать, потому что прошить бельевым швом, если кто знает, как это делается, вы сделаете. Но для тех, кто не знает, я покажу. Сначала сшивается ткань по лицевой стороне, потом обрезается
до минимального припуска. Лишнее отрезается. Выворачивается на изнаночную сторону. И прошивается еще раз с этой стороны. Это так называемый бельевой шов. Им шьют постельное белье. Шов получается аккуратный, красивый. И скрывает все припуски. Также нам нужно будет сделать подгиб низа, прострочить. А верх, в принципе, можно будет оставить необработанным, потому что мы будем вот эту часть подгибать. Наверное, будем делать здесь наметочным швом. Но это покажу потом. Делать сборку. Здесь вот вокруг зоны груди. И потом здесь будем использовать еще кружево. Ну, давайте поэтапно займемся изготовлением платья. Я сейчас это все сначала сошью на машинке и потом покажу, что у меня получилось. Я прошила ткань, как и говорила, таким бельевым швом. Вот видите, как он получается. Все аккуратненько, все скрыто и красиво. Также обработала низ, сделала подгиб. И проложила такую наметочную строчку по верху платья. Теперь нужно эту строчку стянуть и создать такой вид сборки. Тянем за ниточку и приудариваем. Я решила платье делать вот на этом уровне где-нибудь, как бы так, чтобы было видно, что здесь у кошечки есть шея. Как закрепить платье на туловище? Нужно вывернуть платье наизнанку, припуск вот сюда вниз и стягиваем уже окончательно нитки для того, чтобы уже плотно зафиксировать. Берем портновские булавки и закрепляем вот таким образом во всей окружности. Мне сейчас пришлось это немножко переделать, потому что нитка, к сожалению, та треснула, которую я прошивала на машинке. Я решила взять просто нитку обычную, двойную, и проложила стежки вручную. Присборила и, вывернув наизнанку, прошила в области шеи, пришила платье к телу. Сейчас еще раз дополнительно пройдусь по кругу для того, чтобы все хорошо и плотно зафиксировать. Еще очень важно смотреть за распределением вот этой вот драпировки, чтобы она ровненько, красиво легла, равномерно со всех сторон. Ну вот. Такое платьишко у нас получается. Сейчас я его дополню вот этой лентой кружевной. Нужно все хорошенечко вот так вниз распределить, натянуть, красиво уложить драпировку. И я пущу вот эту ленту вот
Так по кругу. Так по кругу, тем самым дополнительно закрепив платье на теле. И вот здесь делаю такой вот какой-нибудь симпатичный бант. Я пришила тесемочку вокруг окружности. Вот так у меня получилось. Маленькими такими незаметными стежками. И посерединке завязала бант. Осталось нам совсем чуть-чуть сделать, вернее, пришить верхние лапки и пришить хвост нашей кошечки. Для этого я беру большую иголку, так как буду соединять лапы методом забыла, как этот метод называется. Пришивают лапки там мишкам Тедди, например, вот таким способом. Забыла, вылетело у меня из головы. Ну, кто-нибудь, если вспомнит, то напомните мне, пожалуйста, как называется правильно этот метод пришивания лап. Берем одну лапку, отступаем, ну, примерно где-нибудь 7 миллиметров от верха лапки. Закрепляем нитку, стараясь все время попадать в одну и ту же точку, выводить. И теперь, когда нитка достаточно плотно закреплена, мы пришиваем лапу непосредственно к телу. Вот в этом месте через этот боковой шов. Но я думаю, где-то вот на таком уровне, чтобы лапка была. Это будет, думаю, самое оптимальное. Вводим иголку. И на этом же самом уровне выводим иголку с другой стороны. Смотрим, чтобы было равномерно. И выводим сюда. Теперь берем вторую лапку. Таким же образом отступаем 7 миллиметров от края. Выводим иголку. Еще раз. Стараясь попадать в одну и ту же точку. Подтягиваем. И подтягиваем здесь. Опять выводим иголку сюда же. В шов. Выводим с другой стороны. И попадаем в ту же точку, с которой мы начали. Вспомнила, как это называется. Это называется шарнирное крепление. Это когда в результате сшивания, пришивания конечности они потом могут двигаться. Вот видите? Вперед, назад, вперед, назад. Шарнирное крепление. Все, вспомнила. И вот таким образом нам нужно проделать несколько раз для того, чтобы наши лапки, наши кошечки были очень плотно зафиксированы. Можно так чуть-чуть подтягивать, но не очень сильно, чтобы не перетянуть. Еще когда игрушки большие, например, сюда в эти места крепления, вот в эти места крепления пришиваются пуговички. Ну, они могут и быть и нести просто как бы дополнительную, да, фиксацию конечности, чтобы они не оторвались. Ну и также какую-то декоративную функцию, когда они собой еще дополнительно как бы декоративно украшают игрушку. Но у меня пуговичек нет таких маленьких, поэтому я креплю просто ниткой. Ну вот, когда уже вы почувствуете, что лапка достаточно крепко закреплена, можно на этом закончить. Берем нитку и несколько раз обводим ее вокруг
место прошивания. И теперь крепим на узелок. Закрепляем узелком все это. Все. Одна лапка закреплена. Теперь выходим опять сюда вот к месту крепления другой лапы. Выводим иголку между лапой и телом. Также оборачиваем нитку несколько раз вокруг лапы. И также крепим на узелок. Все. Теперь можно нитку обрезать. И вот у нас получились такие лапчонки, которые легко крутятся, вращаются во все стороны. Можно вот так вот ими похлопать, поднять лапой вверх. Ура! В общем, вот такое шарнирное крепление. Ну что, остался хвост. Его буду пришивать также просто на нитку. Сначала также фиксируем нитку сначала только на хвосте. Крепим ее. Тоже отступив от края, ну, миллиметра 7 достаточно. И также стараемся выводить в одну точку нитку. И теперь начинаем пришивать. Захватили кусочек тела, вывели иголку в хвост, также вернулись в эту же точку. Опять захватили кусочек тела, вывели иголку в хвост. И таким же принципом также проделываем несколько раз. Пока хвост уже не будет крепко-накрепко закреплен и не отвалится со временем. Вот. Ну все, я думаю, этого достаточно. Также несколько раз обматываем вокруг хвоста в месте крепления нитку и фиксируем на узелок. Все, лишнее отрезаем. Вот хвостик у нас тоже такой получается подвижный и болтающийся. Вот. Ну что, кошечка готова. Я думаю, вот эту кошечку, наверное, нужно дополнить каким-нибудь аксессуаром. Я, наверное, сделаю в комплект этой кошечки ее любимую игрушку. Какая у кошечки игрушка любимая, кто знает? Правильно, это мышка. Вот у меня остался кусочек серого фетра, из которого я сейчас эту мышку и вырежу. Вот такую мышку вырезала из фетра. Вышила ей глазки, носик. И моя кошечка будет держать в лапке вот эту мышку. Сейчас, друзья, я решила все-таки сделать своей кошечке усы, попробовать вот из этого жгута, который я показывала в самом начале. Пока не знаю, как это будет у меня выглядеть, но тем не менее я попытаюсь. Я взяла вот эту большую иголку, которую пришивала лапы, и продела в нее вот этот жгут. Теперь нужно подумать так, чтобы этот жгут держался и не, скажем так, не уходил назад туда вот. Если сделать
Если сделать вот так вот, путем завязывания узелка, возможно, да, как вариант. Сейчас я попробую завязать второй, но со вторым намного сложнее, потому что его нужно завязать достаточно близко к мордочке для того, чтобы псы были здесь натянуты. Ну вот, в принципе, как-то вот так получается. Не знаю, возможно, как вариант оставить так. Вот такая вот очаровашка получается. Сейчас я ей дам в лапки мышку еще пришью. Не знаю, как его так, наверное, сделать. Так, наверное, пришью. Ну вот, друзья, вот такая кошечка у меня получилась. По-моему, она очаровательна. Я назову ее Джулия, потому что девочку, которую я собираюсь ей подарить, ее зовут Юлия, и в честь нее я хочу назвать эту же кошечку. Друзья, если вам понравился мой мастер-класс, если вам было интересно, если вы хотите повторить и шить такую же кошку, то, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на мой канал. Я обязательно в ближайшее время выложу еще что-нибудь интересненькое. Все, до новых встреч. Пока-пока.